Сегодня максимально коротко и понятно рассказываю и показываю процесс выпечки цельнозернового деревенского хлеба на закваске по методу Чада Робертсона. В рецепте используется цельнозерновая пшеничная мука в большом количестве, что дает более насыщенный вкус хлебу и полезные свойства, но также требует и своего подхода. Будем следовать шаг за шагом по рецепту из оригинала книги Чада Робертсона и посмотрим, какой результат у нас получится. По рецепту для этого хлеба нам понадобится 400 грамм воды комнатной температуры 24 градуса по Цельсию. Именно так написано в книге. 25 грамм из всего общего количества воды я сохраню для разведения соли позднее. Также понадобится пшеничная закваска 100% на пике, ее нужно заранее покормить, и по рецепту идет 100 грамм пшеничной закваски на пике. В своей книге Чад Робертсон пишет, что температура воды может меняться в зависимости от того, какая у вас температура дома. Поэтому, если у вас температура дома жаркая, очень жарко, то воду можно взять чуть-чуть похолоднее. Если у вас дома прохладно, то воду можно взять чуть-чуть теплее. Перемешиваем закваску с водой до полного растворения и будем добавлять муку. По рецепту в этот хлеб идет 350 грамм цельнозерновой пшеничной муки, и сюда же мы добавляем 150 грамм белой муки общего назначения. Общего назначения это мука с белком примерно 11,5-11,7%. Белая мука здесь в небольшом количестве идет, скорее всего, для того, чтобы хлеб лучше держал свою форму. Об этом Чад Робертсон не пишет, но я так догадываюсь уже по своему опыту. Этот хлеб у нас деревенский, простой, поэтому замешивается он ручным способом. Никаких миксеров здесь нет. Вымешиваем просто лопаткой до легкого объединения всех ингредиентов. И дальше я лопатку уберу и буду замешивать это тесто руками. И, кстати, кто не знает, хлеб популярной тортины закваски – это вид ремесленного хлеба, который именно стал и популярным благодаря пекарне Тортин. Именно в этой пекарне работает Чад Робертсон, и он является ее владельцем. Периодически я получаю комментарии, что тортин замешивается только на ледяной воде, только с добавлением льда на холодной температуре и выдерживается на холодной температуре. Тортин классический рецепт – это рецепт именно Чада Робертсона. В книге Чада Робертсона нигде не используется ни лед, ни холодная вода при замесе теста и тем более при замесе теста тортин. Температура воды, указанная для большинства хлебов из его книги, обычно идет в районе 24, 25, 26 градусов по Цельсию. Возвращаемся к рецепту. Далее Чад пишет, что тесто нужно вымешивать только до тех пор, пока вы не перестанете видеть сухие кусочки муки. Цельнозерновая мука любит более продолжительный отдых, поэтому он рекомендует округлить немного теста и оставить его отдыхать в среднем где-то от 40 минут до часа. И далее он пишет, что в своей пекарне Тортин они обычно выдерживают тесто на закваске при температуре 26-28 градусов по Цельсию. Давайте проверим температуру моего теста. Оно уже полежало, отдохнуло у меня час, и сейчас оно в районе 25,5 градусов по Цельсию. Оно у меня стояло в слегка нагретой духовке. Он также говорит о том, что если вы держите свое тесто на более низких температурах, то ферментация, конечно, займет больше по времени. После первого периода отдыха я уже всыпала 10 грамм соли и остатки воды от общего количества. И дальше он рекомендует вымешивать это тесто вот таким образом, как бы сжимая его рукой. Я обычно так не делаю, но сегодня попробую сделать так, как он рекомендует. Сжимаем тесто до тех пор, пока тесто не соберет всю воду и соль полностью не растворится. Тесто должно снова стать мягким и снова округлиться в комочек. Также он рекомендует при замесе теста всегда обращать внимание на количество теста. Если вы делаете один хлеб, два или больше. Чем меньше теста, тем быстрее тесто согревается, тем быстрее оно приобретает комнатную температуру, и значит ферментация в таком тесте будет идти быстрее. Если теста у вас намного больше, то ферментация может идти дольше, потому что время уходит на то, чтобы тесто прогрелось полностью со всех сторон. Как только тесто снова округлилось, убираем его снова на те же температуры 26-28 градусов по Цельсию. Я держу все это время свое тесто в слегка нагретой духовке. Далее на протяжении 2 часов мы будем делать растягивание, складывание этому тесту каждые 30 минут. И в каждый период растягивания он предлагает провернуть миску всего лишь один раз вокруг своей оси и подтянуть это тесто всего с 4 сторон. Как только тесто подтянули, немного округлили, снова накрываем его крышкой и убираем отдыхать снова в тепло при тех же самых температурах.
Второе и третье растягивание я показывать вам не буду, они абсолютно одинаковые, поэтому покажу вам только четвертое. С каждым последующим растягиванием с тестом нужно обращаться все более и более аккуратно, потому что оно ферментируется, становится более пушистым, более мягким и более нежным. И он об этом тоже упоминает в своей книге. Такая цельная зерновая мука ферментируется немного быстрее, особенно при температурах, на которых мы сейчас держим тесто, поэтому тесто сейчас уже наполнено воздухом, очень мягкое и очень нежное. Оно, в принципе, хорошо держит свою форму, оно не сильно жидкое, я думаю, что многие справятся. Слегка я округлила свое тесто, это у меня уже четвертое складывание. Снова накрываем тесто и оставляем его на дальнейший отдых. Всего он говорит, что тесто должно подняться примерно на 20-30%. В итоге тесто у меня простояло еще около 2,5 часов при температуре около 26-27 градусов по Цельсию до тех пор, пока оно не увеличилось визуально. Присыпаем небольшое количество муки на стол, это тесто не сильно липкое. И тесто, которое хорошо развило свою структуру, хорошо выскакивает из миски вот таким образом самостоятельно под своим весом. Руки я слегка тоже обмакнула в муку. И на данный момент мы делаем предформовку. Я складываю сначала хлеб вот таким образом, с нахлестом накидываю края друг на друга. И затем закручиваю тесто в рулет. Делаю совершенно буквально легкое натяжение, чтобы сильно тесто не расползалось, но при этом держало свою форму. Убираем всю лишнюю муку и подкатываем тесто, формируем комочек. Подкатываем до тех пор и подтягиваем до тех пор, пока на тесте не сформируется легкое натяжение на поверхности. Как только натяжение сформировалось, накрываем крышкой и оставляем отдохнуть на 20-30 минут. Через 30 минут подхватываем хлеб, переворачиваем снова. Чем меньше муки вы будете использовать на этом этапе, тем лучше. Хлеб будет склеиваться лучше. У этого хлеба все еще деликатная структура, поэтому сворачиваем его второй раз уже более аккуратно. Я просто смыкаю концы сначала с одной стороны, а потом складываю еще с другой стороны. И просто придерживаю концы, перекладываю в корзинку. Смыкаем края теста сверху, и на этом наше тесто готово. Во время формовки Чад Робертсон еще раз уделяет внимание на то, что очень важно не дегазировать тесто, обращаться с ним очень аккуратно, так, чтобы сохранить его воздушность. Вот такое тесто у нас получается. Тесто очень теплое до сих пор. Тесто, которое ферментируется на высоких температурах, после постановки в холодильник продолжает свою ускоренную ферментацию, поэтому тесто такое поднимется в холодильнике. И я его убрала в холодильник на 12 часов. В книге написано, что если вы хотите этот хлеб выпекать сразу в тот же день, то его нужно оставить в корзине при комнатной температуре примерно на 3-4 часа и затем уже выпекать. У меня уже наступило утро, хлеб у меня отлично выглядит, хорошо вышел из корзинки. Моя духовка уже греется вместе с кастрюлей внутри. Как только кастрюля и духовка горячая, делаем надрез на тесте, даем достаточно пара, для этого я сверху опрыскиваю тесто свою водой, и также я добавлю еще горячую воду в саму кастрюлю, после того, как я посажу тесто в кастрюлю. Ну и все температуры нагрева духовки и кастрюли, и также выпечки сейчас у вас на экране, читайте внимательно. Чад в своей книге также говорит, что они выпекают свои хлеба обычно в печах, и в печь подается очень-очень много пара, который сложно повторить в домашней духовке. Чтобы сымитировать этот пар, я и добавила эту горячую воду на донышко под сам хлеб, под пергаментную бумагу в самом начале. Кастрюля у меня эмалированная, покрытая эмалью, поэтому, если будете так делать, добавляйте только горячую воду, чтобы не испортить кастрюлю. И вот такой хлеб прекрасный у меня получился уже за 45 минут после выпечки. Посмотрите, какой он красивый, румяный и блестящий. Масса хлеба почти 900 грамм. Достаточно крупный хлебушек. В этом хлебе много цельной зерновой муки, поэтому мы не ожидаем больших гребнев и большого пузатого такого хлеба с большим раскрытием. Тот гребень, который вы сейчас видите на хлебе, это норма. Донышко получилось отличное, хлеб получился наимягчайший, с пузырями на поверхности, очень симпатичный. Мягкая хрустящая корочка. И давайте разрежем и посмотрим, что получилось у нас внутри. Не забывайте дать остыть вашему хлебу перед тем, как вы его нарезаете, для того, чтобы мякиш у хлеба не был влажным. И посмотрите, какая у нас получилась хорошая структура. Хлеб получился равномерный, красивый мякиш, хорошие открытые поры. Хлеб очень мягкий, у него тончайшая хрустящая корочка и абсолютно ароматный и очень вкусный.
И как всегда, если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, то вы можете их задать в комментариях, я всегда отвечаю. Если вы захотите посмотреть классический тортин по Чаду Робертсону, то этот рецепт также есть на канале.